Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. А сегодня у нас это продолжение предыдущего выпуска нашего отпуска в Анталии. Кто не видел первую часть, обязательно сначала посмотрите ее, а потом только переходите сюда на это видео. Так вам будет более понятно. Ссылочку оставлю здесь внизу. У нас уже пошел третий день нашего отпуска, и мы до сих пор доедаем свои манты. Это у нас уже утро. Но мы встаем где-то в 11, да, к обеду. И вот у нас такой завтрак. Манты доедаем все свои, да? Приятного аппетита. Их когда на сковородочке особенно поджаришь. Ой, они вообще обалденно такие вкусные. Девчонки, с приятного аппетита. Потом нам позвонил наш друг-прокурор и предложил посетить парк развлечения, очень знаменитый в Анталии. Называется Маджера Орман. Приехали сюда, здесь львы есть, какие-то развлекательные штучки. Сейчас, в общем, пойдем здесь смотреть. Трамплин, или как он называется, прыгать на машинках. Такой парк есть платный, заходишь и тут на батуте везде, в общем. Где с каждого ребенка мы заплатили по 300 лир на 30 минут. И вот такие карусели. Маленький парк здесь. Там же по дороге мы наткнулись на перевернутый дом. Дом вверх дном. Вот такой дом наизнанку. Класс. И здесь такая природа, сам парк. За 3 детей и за 2 взрослых мы заплатили 600 лир. Внутри было очень интересно и очень необычно. Зашли в перевернутый дом, в котором все перевернутое. Картина перевернутая. Мусорки даже перевернутые. Обалдеть. Так интересно. Кухня тоже перевернутая. Ой, салон даже. Господи, девчонки, как это ж так прилепили все. Çocuk odası. İlk defa geliyorum. А это у нас спальня. Девчонки. Шифонер даже. Да, тапочки. В этом же парке находится на огромной площади вольер, где содержатся львы. Вы за вход платите с человека, неважно, ребенок либо взрослый, 600 лир, где прямо на машине вам устроят экскурсию прямо посреди львов. Дочка меня насильно потащила на сумасшедшие горки, где я чуть не потеряла сознание от страха, потому что то, что было в подростковом, юношеском возрасте, карусели, все это ужасы, это все как-то было совсем нормально. А вот девчонки, когда уже 40, это было просто жуть какая-то. Девочки, эта дурочка меня посадила куда-то, я не знаю, куда мы сейчас едем. Короче, там она сейчас поднимается, потом будет спускаться. Короче, смотрите дальше, девчонки. Я что-то уже... Я уже что-то боюсь. Девочки! Лечу, блядь! Где за вход мы заплатили 600 теле с 2 человек. А вечером муж нас повез на Сахиль. А, конечно же, нам нужно было сходить на набережную. Вытащили нас вечерком на набережную. Посмотрим, какое моречко здесь. На улице прохладненько довольно-таки. Мы в кофточках, в легких курточках. Люди отдыхают здесь на пляже. Молодежь вообще здесь лежит. Кто как. Красота. Море чистенькое такое, беленькое, прям голубенькое.
Здесь особого, как такового, песка нет. Здесь мелкие-мелкие камушки. У нас в Измире Эгейское море, оно более такое зеленоватое. Наше море более холодное. Анталийское море, оно теплое. Девчонки, по традиции загадывайте желание. А тут прям будка свалилась. Спасательная. Ой, девчонки, привыкла я тут у нас в Измире, особенно в нашей провинции, где никто русский не понимает. И когда едешь с подружкой, с детками, можешь делиться с ними или немножко даже посплетничать. Где-то могу еще мутикнуться, вы знаете, и тебя никто не понимает. Но в Анталии мне было очень сложно, потому что там каждый третий человек понимает русский язык. Свежевыжатые соки продают прямо на пляже. Кафешки. Здесь немножечко городу вам сниму. Магазинчики, кафешки. Так все красиво, ярко. С фонариками. Девчонки, гуляем здесь. И прямо русские через одного. Прям девушки, парни. Прям русскоязычные все. А вообще в Турции сейчас среди турчанок ходит такой тренд какой-то. Незакрашенная седина, в общем. Потому что уже который раз замечаю, прям отросшие такие хорошие корни. Есть турчанки, которые вообще не красились. И у них прям такая добротная, хорошая седина. Кругом везде русские кафешки, русская кухня, пельмени, блинчики. На балявку у нас устал. Абла сама-то еле ходит, доходяга еще и вынесет. А на следующий день утречком мы с дочкой сбежали от мужиков и пошли на базар с ней прогуляться, закупиться. А вообще в Турции в каждом регионе в определенный день недели делается районный рынок. Девчонки, посмотрите, сколько капусточки. Вот это бы все собрать сейчас и моим курочкам отвезти. Хочу отметить, что рынок в Анталии в 2 раза дешевле. И на большинство продуктов, и зеленюшечка, и все такое здесь очень-очень свежее, прям такая хрустящая, чему, конечно, я не могу похвастаться в Измире. Если мы клубнику в Измире берем за 200 лир, то в Анталии она 100 лир. Потом такой интересный кубиками чай с травами я тоже купила в Анталии за 50 лир. А здесь, когда я приехала, хотела найти такой, я нашла его за 200 лир. А вечером с детками мы пошли в большой торговый центр Алыш-Вериш. Конечно же, как без этого. Что тоже я хочу отметить, в том же Мигрусе, либо Макроцентре, где можно найти более-менее русские продукты. Выбор, конечно, колоссально в 2 раза больше, чем у нас здесь в Измире. Если я захочу какие-то русские продукты, то у нас в Измире с этим очень тяжело.
бородинского хлеба, сыры, сметаны, сгущенку, все, в общем, в этом роде. Гуляя там, мы случайно наткнулись на детский спектакль, где мой сын был очень счастлив, конечно. Это было абсолютно бесплатно для всех желающих детей. Olur mu? İçinde bol bol dans olan bir oyunu böyle oturarak oynamak keyifli olur mu çocuklar? Ne yapmamız lazım? Öne, arkaya, sağa sola gitmeden herkes ayağa kalksın bakalım. Evet. На ужин наш друг-прокурор пригласил нас в очень популярное турецкое кафе, где делают традиционную сладость из тыквы. Такое интересное кафе. Tыквенное. Такие огромные тыквы здесь. Uçuyor mu gerçekten normalde? Bu ne bu? Çok şiş değil bu değil mi? Ne bu? Köfte şişe. Köfte şiş. Lüle yani bizim. Biz de lüle diyoruz. Девчонки, это называется шалгам. Но это очень отвратительная вещь. Это типа свекла и красная морковка. Еще плюс она острая и соленая. Şey çalkaladın mı? А это у нас тавук шиш. Курочка. Oğlum benim çok Также хочу отметить, что в кафешках, ресторанах, в общепитах в Анталии в 2 раза дешевле, чем здесь у нас в Измире. Особенно на мясные изделия и на мясо. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И обязательно оставьте свой комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.